На этом уроке мы сделаем с вами обложку для альбома. Я приготовила две картонные заготовки, их размер 16 на 22 сантиметра и кусок плотной акварельки. Высота такая же, как у обложки, ширина 14 сантиметров. Как я рассчитывала размер корочек. Я взяла альбом, прямо приложила линейку, начиная от основания корешка, и прикинула по ширине, сколько мне нужно. Мне нужно 16 сантиметров, потому что я сделала дополнительно карточки в карманы, и за счет вот этих язычков ширина альбома у меня несколько увеличилась. По высоте обложки я сделала плюс 5 миллиметров сверху и снизу. То есть если корешок у меня 21 сантиметр, обложка будет 22 сантиметра. Нам нужно с вами высчитать ширину корешка. Я обычно делаю это прямо путем прикладывания альбому к корешку, потому что математические расчеты мне не дают такого точного результата. Я ставлю альбом на корешок, затем прикладываю картонную заготовку с одной стороны, с другой стороны, и прямо по ним отмечаю карандашом, где у меня будут проходить линии беговки. Теперь корешок нужно пробеговать, начиная от этой до этой линии и с шагом приблизительно 1 сантиметр. Затем хорошенько проминаем корешок, сгибаем по крайним линиям беговки и приклеиваем корочки обложки. Затем обклеиваем обложку синтепоном или флисом. Я использую пледы из Икеи. Теперь обложку нужно обтянуть тканью. Я заранее сшила два кусочка ткани, потому что хочу сделать комбинированную обложку. У меня это горошек и вот такая серая ткань в бирюзовый цветок. Скорее всего, я сделаю вот так. И теперь моя задача аккуратно совместить швы, чтобы они у меня совпадали на верхней и на нижней корочке обложки. Сначала приклеиваю ткань по длинным сторонам обложки. После того, как я проверила, что швы у меня совпадают, можно приклеить по короткой стороне. Уголки я формирую так. Обрезаю уголочек сначала по вертикали, но не совсем по самому сгибу, а оставляя с этой стороны приблизительно 2 мм. И затем от этого уголка срезаю еще немного под углом на обложку. А после этого подворачиваю. Смотрите, вот таким образом. Сначала по вертикали,
По самому сгибу нельзя срезать, потому что потом не получится прикрыть уголок. А затем чуть-чуть заходя на картон. С этой стороны делаю так же. Я всю ткань приклеиваю на клей-карандаш, потому что потом я все равно буду обложку прошивать. Мне кажется, если вы не прошиваете, возможно, лучше это сделать на клей-момент, потому что он все-таки несколько надежнее. Так, обрезаем уголочек. И теперь приклеиваем. Я хорошо промазываю клеем карандаш уголок ткани. Также промазываю торец картона. И подворачиваю уголки вовнутрь. Хорошо прижимаю их возле самого угла. Здесь делаю то же самое. Затем приклеиваем ткань вовнутрь, аккуратно формируя уголок. Обрезая таким образом, уголки получаются очень аккуратными, даже если вы используете достаточно плотную ткань. С этой стороны повторяем ровно все то же самое. Только единственное, заранее вот эту корочку я рекомендую опустить вниз, потому что если вы этого не сделаете и слишком сильно натянете ткань в развернутом положении, то потом обложка будет плохо закрываться и она станет сама распахиваться. Для того, чтобы был некоторый запас ткани именно для обложки в закрытом состоянии, лучше приклеивать уголки, когда обложка прикрыта. Ну что ж, обложка готова. Вы можете оставить ее так, а можете, как и я, прострочить по периметру. Обложку я хочу украсить бахромой. Во-первых, потому что я использовала такую бахрому внутри альбома. Во-вторых, потому что она мне просто нравится. Сначала я прихвачу ее на клей, а потом дополнительно пробью братцами. Точно такими же, какие мы использовали для укрепления корешка. Внутрь альбома я загибать ее не буду, оставлю в стык, потому что потом, когда буду пришивать кружево для завязок, она у меня и так зафиксируется вот этим швом. Я закончила ставить братцы. На лицевой стороне у меня их только два, потому что по центру будет декор, а по корешку и по спинке я сделала по всей длине кисточек. Теперь давайте сделаем завязки. Для завязок я взяла кружево, разрежу его пополам. Длина каждой ленты получается около 35-40 сантиметров.
Чтобы сделать завязки, я приклеиваю кружево с обратной стороны вот таким вот образом напротив друг друга. Затем отгибаю на лицевую сторону и прокладываю строчку по лицевой стороне, попадая в строчку, которую я делала, когда прошивала обложку. Таким образом у нас лента будет держаться строчкой, и когда мы будем завязывать альбом, она не будет отрывать форзац. Завязки я пришила, теперь они надежно зафиксированы и никуда не денутся. Осталось украсить обложку. В качестве основы украшения я хочу взять вот такой кусочек бумаги в шеврон. Затем, конечно же, рамочка. У меня это 3D рамочка с крабики. Нижнюю часть я оставлю в таком цвете, а верхнюю покрою золотым эмбоссингом. Затем надпись. У меня осталась единственная надпись из всего набора, это надпись Happy, и я оставила ее не случайно. Она очень универсальна и подойдет практически для любого радостного события, которое, возможно, захотят разместить в этот альбом. Затем, чтобы надпись хорошо читалась, под нее я сделаю темный фон, а саму надпись, скорее всего, покрою эмбоссингом с глиттером, который бирюзовый. Так. Далее, я думаю, что нужно добавить вот такую цветочную высечку, и положу я ее между рамочкой и бумагой в шеврон. Вот так. Не хочу делать слишком симметричную композицию, пусть она у меня будет немного асимметричной. Так, затем, мне кажется, что фон очень глухой у этой темной бумаги, хочется его чем-то разбавить, поэтому я вырубила вот такой вот фоновый рисунок из крафта. Потом его обязательно обрежу по форме овала, но пока просто положу, чтобы было понятно. Он дает такую красивую легкую сеточку. Перейдем, пожалуй, к объемным цветам. Наконец-то пришла очередь вот этих роз, которые я не использовала в альбоме, потому что посчитала их слишком уж высокими. Цветочек вишни, еще один цветочек вишни, немного другого оттенка. И еще у меня есть вот такая маленькая бирюзовая розочка. И, собственно говоря, это все мои бирюзовые цветы, за исключением вот таких больших роз. Так как в альбоме у меня присутствует не только бирюзовый цвет, но еще и бордовый, ну или марсала, как сейчас называют, пожалуй, можно добавить именно такие цветочки и на обложку. Сюда. Сюда я подложу плоский цветочек. Так. Сюда я подложу коричневый плоский цветочек. Он и объема добавит, и разнообразит композицию. К тому же у меня нашлось вот такое вот тканевое сердечко. Это пуговки, когда-то я их заказывала на AliExpress. И вот это сердечко у меня осталось одно единственное, потому что такое темное никуда не подходило. А здесь оно в самый раз. Положу его вот сюда. Конечно же, ушко я потом обрежу, потому что оно мешает мне плоско расположить его. Но пока так. Надпись поправляем. Так. Можно добавить еще немного блеска с помощью вот таких вот цветочков, сделанных на кальке. Подложить. Вот этот вот цветочек у меня прямо вылезает. Не хочет он лежать плоско. Но все равно я его потом усмирю и приклею надежно вот сюда. В этот уголочек тоже добавлю подобный эмбоссинг, но здесь у меня будет листочек. Расположу его так. Затем остался один единственный у меня вот такой листочек. Можно, конечно, еще сделать от штамповки, но я надеюсь, что я обойдусь этой веточкой. Сюда. И все у меня двигается. Так. Есть еще вот такой вот цветочек. Если я разбросаю... Нет, не буду, наверное, разбрасывать. Сделаю-ка я их рядом, чтобы слишком сильно не было блуждания глазом по разным цветам. Конечно же,
вот такой блестящий камушек. Вспоминаем, что у меня будет такая же блестящая надпись, поэтому камушек будет хорошо поддерживать ее. Наверное, нет, по центру как-то нехорошо. Наверное, вот сюда я куда-нибудь его сделаю. Так, и еще у меня остались вот такие вот перышки. Чтобы не было именно вот этой вот симметрии, мне хочется немного вниз вытянуть вот эту композицию. И перышки я расположу сюда. Они у меня получились низковато, поэтому всю конструкцию я подвину чуть-чуть вверх. Вот так. Бумажку вниз, рамочку вверх. Сейчас постепенно все это уравновесим. Но в целом мне нравится, как получается. В принципе, на этом можно уже остановиться. Но единственное, что я, пожалуй, еще добавлю, это вот такие вот чипбордовые листочки. Сюда. И сюда. Вот, собственно, и все. Осталось только все аккуратненько собрать, подклеить, и обложка будет готова. Я прошила центральную подложку, приклеила цветочную вырубку, а также приклеила и закрепила на братце рамочку и уголки. И если у вас больше нет декора, который нужно крепить насквозь, сейчас самое время вклеить блок и приклеить форзацы, потому что объемный декор может этому помешать. Открываем обложку, берем блок и вклеиваем. У меня, к сожалению, закончился клей-момент, и я уже сейчас не побегу на улицу, поэтому я взяла уху. Он, в принципе, такой же по составу, как момент, но только меньше пахнет. Традиционно я почему-то начинаю вклеивать альбом, именно начиная с заднего ушка. Хорошо промазываю и ушко, и обложку, и затем приклеиваю. Приклеить второе ушко в открытом состоянии у нас не получится, поэтому я также намазываю ушко, обложку и склеиваю это все вместе, аккуратно совмещая край обложки и сгиб уже в закрытом состоянии. Теперь я закреплю блок зажимами и оставлю просыхать. Пока вклеивался блок, я сделала для альбома форзацы. Их размер рассчитала таким образом, чтобы они немного не доставали до края обложки, но при этом закрывали шов. У меня оставался только один лист, и его не хватало на 2 полноценных форзаца. По этой причине передний я выкроила целиком, а задний сделала составным. Недостаточную ширину компенсировала карманом. Чтобы не сильно бросалось в глаза горизонтальное расположение рисунка здесь и вертикальное здесь, карман я дополнительно акцентировала кружевом. Теперь нам осталось только вклеить форзацы и закрепить объемный декор на обложке.
Альбом готов, чему я несказанно рада. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. А получился у нас в результате вот такой замечательный пухляж на ровном переплете. Причем я думаю, что переплет достаточно надежный, даже без прошивания, потому что мы не доверили его только клею и бумаге, а дополнительно укрепили тканью и братцами. Обложка составная из двух видов хлопка, украшенная прикольными кисточками, которые мы также закрепили на братце. На лицевой стороне бумажные цветочки, чипборд, много блеска, тканевое сердечко и филигранные уголки, которые, я думаю, будут отлично сочетаться с украшениями внутри альбома. Внутри альбом тоже, на мой взгляд, получился достаточно интересным, потому что здесь разные конструкции, открывашки, конвертики. К тому же он вместит в себя много фотографий. Декор тоже получился разнообразным, как в цвете марсала, так и в бирюзовом, как более объемный, так и плоский. К тому же мне очень нравится элемент, который мы сделали на заключительной страничке. Это вот этот шейкер. На мой взгляд, он очень украшает альбом. Если какие-то фотографии не поместятся в сам альбом, их можно будет разместить в кармашек. Я была рада снимать для вас этот мастер-класс. Надеюсь, он был для вас чем-то полезным. Обязательно пишите свои замечания, пожелания в комментариях. Я их прочитаю и отвечу на них. Всех целую, обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.